Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим про мастера непристойных рисунков Обри Бердсли. Обри Винсент Бердсли или Бирдсли – английский художник и график, который, несмотря на свою короткую жизнь, сумел прославиться как незаурядный иллюстратор. Его работы и сейчас восхищают точностью и лаконичностью рисунка, отчасти напоминают японские гравюры, поклонником которых он являлся. Бердсли зачастую рисовал на белом фоне, выделяя главное, и сформировал собственный стиль на стыке модерна, японской гравюры и традиционной английской иллюстрации. А темы для своих рисунков выбирал самые разные, не стесняясь и откровенной эротики, возможно потому, что был молод, не боялся ничего и не рассчитывал прожить долго, поскольку с детства знал, что болен туберкулезом, который в то время был равносилен приговору. О яркой и короткой жизни незаурядного английского графика мы и поговорим в этом видео. Обри происходил из семьи среднего достатка, правда, отец разорился, промотал все деньги, начал пить, и положение отчасти исправляла мама, которая работала гувернанткой. Не слишком почетная должность для образованной и почтенной женщины, но деваться некуда. Именно благодаря матери Бердсли и приобщился к искусству. Она писала акварели, умела играть на фортепиано и вообще хотела, чтобы ее сын стал музыкантом. Он в целом был неплохим средним учеником, играл в школьном театре и не слишком задумывался о своем туберкулезе. Благо, мама отправила его из задымленного и сырого Лондона в Сассекскую школу-интернат. Лишь спустя 10 лет, когда Бердсли жил в Лондоне и работал в 1889 году над серией рисунков к Соломее, горловые кровотечения и жесткий кашель стали регулярными. Возможно, проведи он все эти годы где-нибудь на природе, в сухом климате, то прожил бы намного дольше. Однако для самого Обри это была бы очень унылая жизнь. Он старательно выстраивал образ талантливого вундеркинда-самоучки, хотя без художественного образования не обошлось. По совету очень уважаемого им художника Бернарда Джонса, Бердсли учился в Вестминстерской школе живописи, где особенно налегал на рисунок, разумно рассуждая, что картин в Англии и так предостаточно, а вот хороших иллюстраторов для многочисленных журналов и книг не хватает. Хотя про Бердсли можно точно сказать, что он сделал себя сам. Упрямства и силы воли ему было не занимать, и, твердо решив стать иллюстратором, он уже не сходил с этого пути. Впрочем, мифов о себе он оставил немало. Например, что рисовал буквально на одном дыхании, а рисунок ему давался как бы сам собой. На деле все не так. Приходилось долго и тщательно искать нужные формы, подбирать правильные линии. Об этом свидетельствуют истончившиеся от многочисленных исправлений и стираний листы бумаги. А кажущаяся легкость – просто отражение его таланта, за который не видно тяжелого изматывающего труда. Бердсли выбирал самые разные темы для своих рисунков, часто рисовал и непристойности. Все это дало повод посудачить о его не совсем добропорядочной личной жизни, даже о связи со своей сестрой, поскольку Бердсли как-то сказал американскому писателю Фрэнку Харрису, что первые уроки чувственности многие получают от старшей сестры. С ней он действительно был очень близок, хотя наверняка это было исключительно родственные чувства, и поддерживал хорошие отношения всю жизнь. Именно она была рядом с ним в последние дни его жизни, своей неустанной заботой пытаясь облегчить страдания. Вообще, беспочвенных обвинений про Бердсли было множество. Подозревали его и в нестандартной ориентации, особенно после скандала с желтой книгой Оскара Уайльда, то есть книгой в желтой обложке, которую знаменитый писатель взял с собой в тюрьму. И главное, Бердсли был совершенно ни при чем, просто на свою беду работал в журнале «Желтая книга», а до этого несколько раз иллюстрировал произведения Уайльда. Но журналисты не разобрались и все перепутали. Редакторы от греха подальше уволили Бердсли, что дало публике повод еще больше подозревать его в связи с опальным писателем, которому грозил длительный тюремный срок. Все это создало ему репутацию непристойного художника, рисунки которого подвергались цензуре особенно тщательно. Впрочем, они были настолько хороши, что издатели, несмотря на его сомнительную славу, охотно заключали с Бердсли контракты на создание очередных иллюстраций, и зачастую они превосходили само литературное произведение. Бердсли пытался жить быстро и успеть все.
Он любил театр, был желанным гостем на светских раутах и вечеринках, не отказывал в удовольствии погулять в веселой компании до самого утра. Все это, а в особенности сырой климат Лондона, подтачивали его здоровье, ослабленное туберкулезом, и в 26 лет великолепный иллюстратор скончался, оставив после себя множество отличных рисунков и славу одного из лучших иллюстраторов Англии. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.